До хрена обучалка. Четко. До хрена обучалка. Сегодняшняя обучалка будет слегка юмористическая. Начало такое, чтобы, ты понял мое отношение к данным расстановкам. Такие расстановки я видел вживую. Пару-тройку раз точно. Это слегка утрировано но тем не менее. А именно хочу посвятить сегодняшнюю обучалку тому, как некоторые люди играют в железо. Хочу специально сделать обучалку, она будет короткая. Как, по моему мнению, не надо играть в железо. До хрена обучалка. Сегодняшнюю обучалку можешь воспринимать как просто какой-то гэг. Давай начнем с того, кто я такой, чтобы что-то там видеть, замечать, кого-то высмеивать. Просто я хочу поржать по-человечески с некоторых моментов. Ты можешь сказать, я видел крутых барабанщиков, у которых там миллионы подписчиков, и они играют именно так. А я тебе могу сказать, что если тебя на начальном пути не исправить, а ты будешь делать что-то неправильно, то потом вот эту твою неправильную манеру будут обсуждать как что-то. А это всего лишь ошибка, которую не заметил кто-то и не исправил. Я не могу назвать идеальным ударом удар вот такой. Очень много барабанщиков крутых располагают железо внизу. Вот как у меня, например, железо находится практически вровень или ниже плечевого пояса. Для того, чтобы рука у тебя идет не сверху, ты играешь, а рука у тебя как бы внизу находится. И когда ты играешь по железу, вот что получается. Но если ты сидишь высоко или отпускаешь железо ниже, у тебя получается вот такой угол. То есть, когда ты играешь в железо, у тебя получается что-то подобное. Много раз я был, например, на концертах наших групп городских, где некоторые барабанщики играют в железо вот так. И это выглядит максимально кринжово. Например, человек держит осанку, очень круто держит палочки, очень круто играет всякие мелочи, но когда дело доходит до тарелок, мы видим такое. Я даже не могу показать, насколько это просто мерзко выглядит. Во-первых, ты не можешь контролировать звук тарелки таким ударом, понимаешь? Вот, ты мне не докажешь обратно. Ты не можешь, потому что ты бьешь плашмя. Простите, но этот удар звучит как ладошкой. Когда ты бьешь в край тарелки, имея вот такой угол палки, ты можешь контролировать звук тарелки. Ты можешь навешивать. Можешь бить в полную силу. Тарелка от этого не страдает. Она страдает, когда ты бьешь вот под таким углом. Может быть, даже страдает, но я не проверял. Когда ты бьешь вот так. Может быть, не столько тарелка страдает, сколько зрители, когда видят вот это вот. В таком случае можно играть просто мухобойками. Когда тебе нужно разогнать тарелки, и ты пытаешься таким образом разогнать. У тебя не будет никакого контроля. Контроль, который ты обеспечиваешь с помощью палочки по тарелке, он просто невозможен. Ты не понимаешь, когда у тебя происходит контакт с палочкой, с тарелкой. У тебя, допустим, есть конец палки, ты можешь контролировать этот звук. Но когда ты, допустим, играешь песню, тебе нужно сделать молниеносный какой-то удар, легкий, например, ты не сможешь это сделать, полностью контролируя тарелку. До сих пор не могу понять, зачем люди играют вот так. Ладно, если бы это было раз за песню, допустим, я бы понимал, что есть какая-то цель, но это просто постоянно. В
Выглядит это максимально кринжово. Повесь тарелки чуть ниже своего плечевого пояса. Тебе не нужно поднимать руку, понимаешь? Ты просто бьешь. Тот звук, который тебе нужен, достигается просто силой удара. Слабый удар, средний, силы. В общем, нет градации. Ты можешь сам это регулировать, силу удара. До хрена обучалка. Следующее, что меня, как препода, может быть, бесит, или как слушателя, это когда бочка играется вот с такой вот громкостью. Но когда нужно сыграть брейк, нога полностью прожимает бочку. Показываю. Прикол в том, что я даже показать этого не могу. Бочка – это страшный сон звукооператора на концерте. Он не может твою бочку ни в какие ворота внести. То есть он постоянно сидит на этом фейдере и смотрит на тебя. Ты играешь бит, он добавляет бочку. Ты собираешься играть брейк, он убавляет. То есть туда-сюда, туда-сюда. Вот это все. Я на личном опыте знаю, каково операторам приходится в это время. Подтяни технику игры в бочку. Еще терпеть ненавижу, когда говорят бас-бочку. Бас-бочку? Серьезно? То есть есть бочка, а есть какая-то бас-бочка. Подтяни технику удара ногой и играй на одной громкости постоянно. Конечно, ты можешь эту громкость делать больше-меньше, в зависимости от того, акцент на какой удар тебе нужен. Но все равно это должна быть громкость более чем, допустим, 50%, чтобы твой звукорежиссер не рвал на себе волосы. До хрена обучалка. Следующий момент касается игры на малом барабане. Я очень много слышал такое у многих наших барабанщиков. Играется это примерно так. Я пытался максимально аутентично показать этот момент. Когда ты играешь бит, ты абсолютно не следишь за ударами в малый барабан. Абсолютно. Ты играешь куда попало, с какой попало силой удара, с какой попало громкостью, какое попало место. Но стоит начаться брейку, ты, значит, вкладываешься в каждый удар. Это такой же кошмарный сон любого звукорежиссера. Поставь уже себе удар и бей каждый раз с одной и той же силой. Но пойми, что есть, конечно, разные громкости ноты, но они все равно должны быть читабельными, четкими, точными, одинаковыми по громкости. До хрена обучалка. Третий момент, который бесит меня не меньше, то, как ты играешь в тома. Насколько я вижу, есть задача сыграть в том. Играется это примерно вот так вот. Бля, я даже вслепую могу просто играть лучше, чем ты. Платиновый фонд цитат Драмновика. Сядь за стол, положи сюда очки, сюда ручку, закрой глаза. Возьми очки, возьми ручку. Ну, камон. Все говорят, типа, когда я играю брейк, я смотрю на ноты, я не могу попадать. Серьезно? Твои тома стоят на одном месте. Они не ходят вот так по твоей репетиционной базе. Если ты один раз попал, второй раз попасть в эту точку нет никакой сложности. Хоть с закрытыми глазами, хоть с открытыми. Жопой.
существует такое понятие, как постановка удара. То есть ты на уровне просто физической памяти знаешь, где твои тома. А? Не надо играть вот так вот. Пожалуйста, умоляю тебя, не играй так. Дохрена обучалка. Предвижу твои комментарии. Расположи камеры вокруг установки, чтобы каждое движение твоих рук было видно. Спустись под это видео, там есть все данные для того, чтобы я купил камеры. А у меня на этом все. Всем пока. Подписчики моего телеграм-канала нередко накидывают мне тем для обучалок. Также не ленись заглядывать в описание, если тебя интересует, на чем я играю. Там полный расклад. А также буду рад, если поддержишь обучалку рублем. Все данные для этого также находятся под видео в описании. А у меня на сегодня все. Вонзи лайк, подпишись на канал. Жду твои комментарии и увидимся в следующей обучалке. Пока!